10 портретов целевой аудитории BMW. Или кто ты в глазах BMW. Да простят меня все владельцы BMW, хотя нет, не простят, но я все равно скажу. Сейчас я без злобы, но честно разберу, как этот бренд видит свою аудиторию. И заодно посмотрим, насколько точно вы узнаете в этих портретах себя. Я маркетолог, и сегодня мы поговорим о сегментации, психологии потребителей и о том, как работает воронка продаж и стратегия позиционирования на примере BMW. Без воды, без успешного успеха, просто факты и немножко ирония. Вы думаете, что выбрали машину потому, что душа легла? Частично, конечно, да, но нет. На самом деле вас уже давно сегментировали по возрасту, доходу, ценностям и, главное, по вашим же полям и продали вам ровно то решение, которое вы хотели купить. То есть даже не осознавая этого. Я пройду по 10 портретам от того, кто берет трешку в кредит, до того, кто реставрирует Е36 в гараже. И в конце вы увидите, что маркетинг– это не магия, а просто умение вовремя предложить человеку его отражение. Первый тип, назовем его достигатором. Это молодой человек, 25-40 лет, офисный сотрудник, менеджер среднего звена или начинающий предприниматель. Доход средний 80-150 тысяч рублей. Живет в городе-миллионнике, и у него уже есть первая серьезная зарплата, и он свято верит, что успех должен быть видимым. Представьте его день. То есть он выходит с офиса, садится в свою новую трешку, такую базовую, в кредит на 5 лет. Цвет только черный, белый или серый, чтобы смотрелось дорого. Он не покупает машину, по сути, он покупает право сказать, что я смог, чтобы это заметили коллеги и какая-нибудь Леночка из бухгалтерии. Каждое утро сторис с рулем по дороге на работу. В офисе он менеджер среднего звена, в соцсетях почти Илон Маск. При этом он не гонится за наворотами, ему важно быть в бренде, а не иметь все опции. BMW продает ему не абстрактный такой статус, а официальный слоган «С удовольствием за рулем». То есть ирония в том, что на деле он управляет только своим кредитным графиком. Что говорит об этом маркетинг? Достигаторы– это такие идеальные клиенты для кредитного отдела. То есть он платит за имя, за бренд, а не за технологии. А значит, маржинальность выше. Он лоялен. Сегодня трешка, через 5 лет это будет пятерка, через 10 какой-нибудь X5. И он генерит бесплатное социальное доказательство. То есть каждое его фото с ключом– это реклама для других таких же. Если вы хоть раз выбирали цвет не потому, что он нравится, а потому, что смотрится дорого, если вам было важно, чтобы коллеги заметили ключ с пропеллером, если вы готовы переплачивать за значок, но сэкономить на подогреве сидений, вы знакомы с этим портретом. И в этом нет ничего плохого. Просто теперь вы знаете, кто на самом деле сидит за рулем вашего кредита. Второй тип– драйвер. Ему от 20 до 45. Это не обязательно богатый, но обязательно на адреналине. Например, инженеры, фрилансеры, владелец маленькой мастерской. Он живет с убеждением, что все на автомате– это не кайф. Он знает, что такое идеальная развесовка, отличает моторы 50 от 52 на слух и считает, что настоящая BMW должна быть с механикой, задним приводом и без вот этих вот лишних подогревов. Они отвлекают от дороги. Он гоняет на трек раз в год, но рассказывает об этом так, будто это его работа. То есть зимой, правда, иногда пересаживается на общественный транспорт, потому что соль убивает кузов. Но летом втискивается в переполненный трейлер с шинами, тратит деньги не на кожу и дерево, а на тормоза, подвеску и выхлоп. Какие это модели? То есть М3, М4, М5, то есть такой серьезный инструмент для серьезных эмоций. Или Z4, или 4 серия, драйв без компромиссов. Часто с механической коробкой, спортивной подвеской и минималистичным салоном. BMW продает ему все тот же слоган, что с удовольствием за рулем для него звучит как Empower. То есть ты не просто водишь, ты управляешь стихией. При этом сам бренд знает, что по статистике очень маленький процент владельцев М5 вообще выезжает на трек. Соответственно, по аналитике драйверы не самые прибыльные клиенты, но они самые ценные для имиджа. То есть он создает легенду, его видео с трека– это бесплатная реклама настоящего драйва. По сути, он легитимизирует бренд для других. То есть если драйверы выбирают BMW, значит там есть за что платить.
Это чистая стратегия позиционирования, что вы жертвуете маржинальностью на одном сегменте, чтобы поднять лояльность во всей воронке. Если вы выбираете машину по звуку выхлопа, а не по расходу топлива, или если вам важно, как рулится, а не сколько влезает в багажник, или вы хотите знать разницу между режимами спорт и спорт плюс, то вы, скорее всего, драйвер. Это прекрасно. Просто помните, BMW зарабатывает не на вас, а на тех, кто хочет быть как вы. Третий портрет – это защитник семьи. Ему от 30 до 55 лет, часто оба родителя работают. Доход стабильный, выше среднего, живет в пригороде или в спальном районе. Жена хотела минивэн, но он сказал то, что безопасность – это BMW. И взял X5 в кредит на 7 лет. Что у него в голове? Он верит, что безопасность близких – это не расходы, а это инвестиция. То есть он сравнивает не только цены, но и рейтинги, вот эти вот НКАПы, читает отзывы других потребителей. Выбирает, по сути, разумный премиум. Хочу лучше для семьи, но без фанатизма. Ценит практичность, чтобы все влезало, но смотрелось достойно. То есть это X3 или X5, такая золотая середина, место, безопасность, статус. То есть иногда 7-я серия, когда дети уже выросли, но привычка к комфорту осталась. Обязательно полный привод, пакет безопасности, детские кресла, все дела. Его поведение, что он изучает краш-тесты перед покупкой как маньяк, то есть выбирает такой немаркий цвет, серый, синий, черный, обслуживается только у официалов. Гарантия – это спокойствие для семьи. BMW, по сути, продает ему ощущение контроля над рисками. То есть в 2010 году у них была компания «Восторг, значит BMW». И для защитника семьи восторг в том, что его семья под защитой. То есть с точки зрения маркетинга это самый стабильный сегмент. Он покупает надолго, то есть на 5, на 7 лет, не гонится за новинками, а главное, он приводит в бренд своих детей, то есть формирует лояльность следующего поколения. Если вы перед покупкой открываете НКАП, а не просто смотрите на дизайн, если вам важно, чтобы дети сзади не стучали ногами по спинке, если вы готовы переплатить за пакет безопасности, но сэкономить на спортивном обвесе, то вы защитник семьи. И это осознанный выбор, а не компромисс. Четвертый портрет – инноватор. Ему от 25 до 50 работает в IT, стартапах или строит из себя экоактивиста. Доход высокий, и он тратит с умом. То есть купил электрический BMW, чтобы спасти планету. Но если честно, чтобы соседи видели, какой он прогрессивный. Его мысли, что прогресс – это не опция, а необходимость. То есть он следит за новинками не ради понтов, а ради понимания трендов. Выбирает не статус, а соответствие ценностям. То есть экология, технология, эффективность. Готов платить за инновацию, но требует доказательств. То есть покажите цифры. Его боль, что я не хочу быть как все, но и хочу быть на шаг впереди. То есть это модель электрическое будущее без потери ДНК бренда или гибриды, то есть такой переходный этап. Комплектация с максимальным технопакетом, автопилоты, экоматериалы и все такое. Его поведение изучает не только характеристики, но и углеродный след, этичность производства, делится опытом в каких-нибудь там профессиональных часиках. То, что типа вот взял i4, вот сколько сэкономил. Критикует зеленый камуфляж других брендов. То есть планирует апгрейд. То есть сегодня i4, через 3 года это уже будет следующая генерация. С точки зрения аналитики, он не приносит большой прибыли сейчас, но он легитимизирует вот эту вот стратегию бренда для скептиков. То есть он генерирует экспертный контент, то есть обзоры, сравнения, расчеты, все бесплатно и привлекает следующую волну молодых технарей. Это такая долгосрочная инвестиция в область технологичного бренда. То есть если вы следите за новинками до их выхода, или если вам важно быть первым в теме, если вы готовы переплатить за инновацию, а не за бренд, или, например, если вы требуете доказательств, то вы инноватор. Быть первым – это не только про технологию, но и про ответственность за выбор. Пятый тип – это статусный лидер. Ему от 40 до 65, это владелец бизнеса, топ-менеджер какой-нибудь крупной компании или публичная персона. Доход не считается, живет в престижном районе или где-то за городом. По данным BMW, средний возраст покупателя флагманской семерки около 58 лет. Что в его голове? Что настоящий статус не кричит, он подразумевается. Машину он не выбирает, ему ее привозят.
Главное, массаж, шторки, тишина сзади, все дела. На вопрос, как рулится, отвечает, что у него для этого есть человек. Он не выкладывает фото с машины, потому что статус не нуждается в подтверждении. Его боль, что я уже доказал, кто я, теперь мне важно, чтобы меня уважали, но не беспокоили. То есть это, как правило, 7-я серия, такая классика статуса, пространства, комфорт, незаметная мощь. X7– это когда нужно больше места, но тот же уровень. Его поведение, что он не изучает обзоры, он не торгуется, потому что цена– это не вопрос, вопрос– это результат. Меняет машину не по хотелкам, а по необходимости, когда текущая уже не соответствует уровню. BMW продает ему старый слоган, что вы управляете BMW, а не она вами. То есть в его случае это звучит иначе. То есть вы управляете людьми, а BMW управляет водитель. Тут маркетинговая ценность, что это не частый покупатель, но самый ценный для репутации. То есть его выбор говорит громче любой рекламы, заставляет достигаторов лезть в кредиты, чтобы быть как он. Это такой премиум сегмент, который создает эффект маяка вообще для всей воронки. То есть если вы не выбираете машину, а делегируете выбор, или если вам важно, чтобы водитель открыл дверь, а не вы сами, если вы покупаете не опции, а время и приватность, если вы не публикуете фото с машины, вы лидер. Настоящий статус– это не то, что вы показываете, это то, что вам больше не нужно доказывать. 6-й тип– мечтатель. Ему 16-30 лет, студент, курьер, стажер с первым доходом в 30-60 тысяч. Для него BMW– это не машина, а такой символ. То есть он видел ее в гараже отца, в играх, в клипах, в мечтах. У него в голове, что он верит, что настоящий такой баварец начинается с круглых фар и заднего привода, знает разницу между М50 и 54 лучше, чем таблицу умножения. То есть он проводит вечера на форумах, смотрит обзоры, играет в какой-нибудь там Need for Speed. Не ради игры, а ради вот этого вот ощущения. То есть его боль, то, что я всю жизнь хотел BMW, неважно какая, главное, чтобы это была BMW, чтобы почувствовать, что я тоже могу. То есть это вот эти вот поддержанные Е46, 90, 39, то, что можно взять за 300-700 тысяч с пробегом, правда, бешеным, с косяками, но зато с душой. Часто, правда, после ДТП с восстановленной историей, но главное, что с живым мотором. Его поведение, что он готов мириться с поломками ради значка на капоте. Он тратит последние деньги не на страховку, а на чтобы звучало. Снимает контент, что вот мой первый BMW, как я восстановил вот это BMW. Защищает бренд в каждом комментарии, что вы просто не понимаете настоящих баварцев. BMW не зарабатывает на нем сейчас ни копейки, но он золото. Он генерит контент, создает хайп, воспитывает следующее поколение. И через 10 лет, когда разбогатеет с вероятностью 47%, по статистике о лояльности BMW, он пойдет и купит себе новую пятерку. И это не маркетинг, это такая долгосрочная стратегия любви. Если вы знаете все поколения трешек лучше своей биографии, если вы готовы чинить машину сам, лишь бы не продавать, или вы покупаете не транспорт, а билет в клуб, если вы верите, что раньше делали настоящее, вы мечтатель. Вы не неудачник, который не может купить новую. Вы хранитель легенды. Без вас бренд бы стал просто обычным немецким авто. 7-й тип– это хастлер или перекупы. Ему от 20 до 40 лет, предприниматель, перекуп, контент-мейкер, такой человек, темки, схемки. Доход нестабильный, но с оборотами. Как он мыслит, что машина– это не эмоция, а актив. Считает не нравится, не нравится, а вложил, получил. То есть он выбирает не для души, а для ликвидности, что быстро купит, что дорого продам. То есть он готов вложиться вот в эту упаковку, тюнинг, фотки, описание, если это поможет ему увеличить стоимость. То есть его боль «хочу зарабатывать на том, что люблю». Машина должна окупаться. Какие это модели? Конечно же, популярны на вторичке 3, 5, серия X5, те машины, на которые всегда есть спрос. То есть редкие комплектации, лимитки, особые цвета. То, что можно продать дороже. Проблемные какие-то машины, куплю дешево, вложусь, продам с наценкой. Его поведение, что он очень сильно следит над ценами на этих Авито, это где еще, не Профи.ру, где машины покупают, Авто.ру. Его поведение, что он следит за ценами на Авито, Авто.ру, вот этим вот лучше, чем за новинками на сайте BMW. То есть он делает контент, как я восстановил, сколько вложил, сколько продал, сколько получил, общается в чате перекупов, не привязывается к машине. То есть
Продал, забыл, следующий уже как бы он ее выбрал. BMW не зарабатывает на нем напрямую, но он поддерживает именно ликвидность вторичного рынка. То есть его объявления убеждают других, что BMW это выгодно, потому что ее можно продать. И это, соответственно, снижает страх покупки новой машины. Он смазка для рынка и для бренда, по сути, бесплатный партнер по поддержанию вторичных цен. То есть если вы покупаете машину с расчетом «вложу, продам дороже», если вы следите за ценами на вторичке лучше, чем за новинками, если вы делаете контент про BMW, чтобы монетизировать хобби, то есть бизнес это не только про деньги, это про умение видеть ценность там, где другие просто видят машину. 8-й тип это классик. 30-65 лет, инженеры, механики, историки каких-то там авто, человек с руками. Доход разный, но для него душа важнее. То есть он убежден, что настоящие BMW делали до какого там 2000 года. Что у него в голове? Что машины делались с душой, а не с калькулятором, знает не только модели, но и годы выпуска. Коды двигателей, вот эти вот истории заводов. Ценят не электронику, а механику, чтобы можно было починить самому. Готов тратить время и деньги на реставрацию. То есть это не расходы, это по сути вклад в историю. Его боль, что современные машины – это бездушные компьютеры. Хочу почувствовать дорогу, хочу вот как раньше. Это, соответственно, Е30, 36, 46, такая вот золотая эра. Механика, задний привод, честный дизайн, круглые фары, какой-нибудь там обычный салон, но главное живой мотор. То есть вот эти вот редкие еще какие-то версии, М-техники, лимитки, какие-то особые цвета, это уже не машина, а артефакты просто. Его поведение. Тратит на реставрацию больше, чем стоило бы новое. Участвует вот в клубах, выставках, встречах, делятся знаниями, как восстановить, где найти запчасти, критикуют новую BMW, но с пониманием. Это не то, но я понимаю прогресс. BMW не продает, по сути, ему новые машины, но он хранитель репутации. То есть его легенда о честной механике создает такой вот огромный культурный код, на котором бренд до сих пор выезжает. Без таких, как он, BMW было бы просто немецким авто. Если вы покупаете не транспорт, а часть истории, если вы верите, что раньше делали настоящее, то вы классик. Хранить историю – это не значит жить в прошлом, это значит понимать, откуда пришел бренд, чтобы видеть, куда он идет. 9-й тип – это статусный позер. Ему от 18 до 30 лет. Это такие студенты, начинающие специалисты, блогеры, зародыши, так сказать. Со скромным доходом, но картинка для него важнее. Его мысли, что успех – это то, что видят другие. Выбирает не качество, а узнаваемость. То есть, чтобы значок был виден издалека. Готов жертвовать содержанием ради формы. То есть, лишь бы классно смотрелось. Живет в соцсетях. Если не выложил, значит не было. Его боль, что он хочет выглядеть успешным, даже если еще не стал им. То есть, хочу, чтобы меня заметили. Как правило, это первая серия, то есть минимум цены, максимум значка. Такие базовые комплектации третьей серии, чтобы был логотип, а остальное уже не важно. Лизинг, кредиты с минимальным взносом, акцент на внешний тюнинг, то есть диски, обвес, подсветка. Его поведение, что он выбирает машину по тому, как она смотрится в сторис, а не по характеристикам. То есть тратит на видимые опции, диски, цвет, подсветка, экономит на невидимых, то есть страховки, обслуживание. Публикует контент, что мой первый BMW, там, или смотрите, что у меня. Быстро меняет машину, то есть выжил контент, продал, взял следующую. BMW его не осуждает. По сути, он визуальный актив, то есть его фото – это бесплатная реклама доступности брендов. Типа, смотрите, даже этот смог. Таким образом, это расширяет воронку продаж, заставляет достигаторов думать, что BMW для всех. Если вы выбираете машину по тому, как она смотрится в сторис, если вы готовы переплачивать за диски и обвес, но сэкономить на технике, если вы покупаете не ездовые качества, а внимание окружающих, если вы быстро меняете машину, то вы позер. Нет ничего плохого в желании внимания. Просто спрашивайте себя, я покупаю машину или реакцию? 10-й тип – рациональный премиум. Ему от 30 до 55, такой финансово грамотный специалист, предприниматель, такой человек-калькулятор. То есть со стабильным доходом, но который тратит с умом. Его мысли премиум не повод переплачивать, а повод считать. То есть он сравнивает не только цены, но и остаточную стоимость, стоимость владения, условия гарантии.
выбирает, соответственно, не эмоцию, а оптимальное соотношение и готов ждать. То есть если не сейчас, то куплю, когда будет выгоднее. Его боль: хочу BMW, но не хочу быть лохом, который переплачивает за салон и новизну. То есть это модели такие премиум качества без премиум наценки, или модели прошлого поколения со скидкой, там демо-авто, выставочные образцы, которые там проехали 100 километров. Скидка 15%, тоже классно на него работает. Комплектации — это без, так сказать, без излишков, без лишнего, только то, что нужно. Его поведение: он сравнивает 10 предложений перед покупкой, знает, когда выгоднее брать, то что это конец квартала, распродажа остатков или там, например, происходит смена поколения, изучает стоимость владения, то есть сколько это будет стоить через 3 года, и не гонится за новинками. BMW продает ему не скидку, а право быть умным. То есть неофициальный слоган, что веди сердцем, но покупай головой. То есть он целевая аудитория для распродаж и программ вот этих вот сертифицированных авто. То есть он помогает бренду сбывать остатки. Если вы сравниваете 10 предложений перед покупкой, если вы знаете, когда выгоднее брать в конце квартала на распродаже и так далее, если вы покупаете не эмоцию, а оптимальное соотношение, если вы готовы ждать, то вы рационал. Быть рациональным — это не значит быть скучным, это значит понимать ценность и платить за нее, а не за упаковку. Вот так BMW видит свою аудиторию. 10 портретов, 10 болей, 10 способов продать человеку его собственное отражение. То есть с точки зрения маркетинга и стратегии это просто офигенно. То есть холодно, расчетливо, но очень точечная сегментация. Она позволяет бренду говорить с каждым на его языке, предлагать не железо, а решение. То есть это статус, это драйв, это безопасность, это инновация, это выгода. То есть в этом нет ничего плохого, чтобы быть, по сути, любым из 10 портретов. Плохо не понимать, почему вы это покупаете. Плохо быть вот этой вот марионеткой, которая думает, что сама дергает за ниточки. Я веду этот канал, чтобы вы учились видеть эти схемы, понимали, как работает брендинг, психология потребителей и конкуренции, и могли применять это в своем бизнесе, то есть строить воронки, анализировать целевую аудиторию, убирать возражения, повышать маржинальность. Напишите в комментариях, какой из этих портретов ближе всего вам. Может, вы узнали себя в достигаторе или в мечтателе, или, может быть, наоборот, вы рационал, который все просчитал. Подписывайтесь, чтобы не пропустить такие разборы. Теперь вы знаете, что это не вы выбрали BMW, это BMW, по сути, попала в вашу боль. Посмотрите, пересохраните, сохраните, лайк поставьте, подпишитесь, внедрите.